Now, all right, if we get to the practical aspect of teaching at a distance with technology, let's talk about that. Поговорим немножко о практических аспектах дистанционного обучения с использованием технических средств. There are about 1,000 ways how you can teach with technology. Но есть мириады, тысячи, миллионы способов использования технических средств. And every day you will see new technologies becoming available. И каждый день новые и новые способы появляются, позволяющие вам использовать технические средства. So you can either be overwhelmed and not know what to do. И вы либо растеряетесь от их обилия и не будете знать, что с этим обилием делать. Or you can choose one or two or three and say, I'm going to use this. Либо вы выберете 1, 2, 3 способа и скажете, я этим ограничусь. But always remember, technology is only a delivery van. Но всегда следует помнить о том, что технические средства – это лишь тот самый фургончик, который доставляет знания. You cannot, if you go to a grocery store, eat the delivery van. То есть, когда вы приходите в магазин за покупками, вам совершенно не обязательно иметь с собой грузовик для того, чтобы вывести покупки. What is important is the food or the knowledge that is being delivered. Но важно знать, что эти покупки окажутся там, где надо. То есть то, что вы доставите знания по адресу. And that is why we always have to take into account what are we doing when we teach. Поэтому мы всегда должны себе отдавать отчет, что именно мы делаем в процессе обучения. I'm sure you all know Bloom's taxonomy of learning. Я думаю, что вы все знаете Блумову таксономию обучения. Yes. So, in the beginning, when it was only print, mostly people focused on just remembering and recalling information. Когда единственным средством в образовательных технологиях были печатные материалы, люди в первую очередь получали информацию из них и старались запомнить эту информацию. So we send them some books and we check how much of that can they actually remember. Мы читаем какую-то книгу и пытаемся вспомнить ее содержание и оценить, сколько мы из этой книги запомнили. Now that is important, but that's not all that is being important. Это важно, но это не настолько важно, чтобы это было важнейшим в обучении. What we want students to do is to be able to use what they know to address real life problems today. Важно, чтобы студенты, получив знания, могли их использовать в решении практических задач современной жизни. And that's why we want them to be able to create new ideas, products or ways of viewing things. И поэтому мы хотим, чтобы они были в состоянии создавать, вырабатывать новые идеи, создавать новые продукты, изделия, новые подходы. So when we teach, we must make the distinction between what is called LOTS and HOTS, lower order thinking skills versus higher order thinking skills. Есть при обучении две аббревиатуры, которые по-английски звучат higher order thinking skills, то есть навыки мышления высшего порядка, HOTS, и LOTS – это навыки мышления низшего порядка. You have to have lower order thinking skills before you can get to higher order thinking skills. Прежде чем добраться до
навыках высшего порядка надо овладеть навыками низшего порядка, что вполне логично. You have to be able to remember facts before you can create new ideas. Сначала вы должны научиться запоминать факты, а уже потом вы сможете на основе этих навыков создавать какие-то новые идеи. But it's always easier to stop here with the lower order thinking skills in teaching. Всегда проще остановиться на этом уровне при преподавании. And that's why often we stop in teaching, we stop here. И поэтому зачастую преподаватели останавливаются вот здесь, на этом уровне в процессе своей работы. All right, so let's quickly have a look in when we think about learning. How does learning work? Давайте обратимся к познанию, к изучению материала. Каким образом это происходит? If we think about memory, there are three aspects of memory. Если мы говорим о памяти, там речь должна идти о трех аспектах. Short-term memory, long-term memory, Краткосрочная, долгосрочная память and working memory. и рабочая память. Short-term memory is like this glass. Краткосрочная память – это как вот этот стаканчик. So I can fill it, but when it's full, it just overflows. Когда мы наполняем этот стаканчик до краев и продолжаем наливать воду, она просто выливается. Long-term memory is like the ocean. Долгосрочная память сродни океану. It can take any amount of knowledge. Она в состоянии любое количество знаний разместить. And working memory is what we take from the ocean and keep in our minds. А рабочая память – это то, что мы можем зачерпнуть из этого океана и использовать в нашем сознании, в нашем мозгу. And that what we take from the ocean we use for a specific purpose. Причем то, что мы зачерпнули из океана, используется для какой-то конкретной цели. It's like watering a plant or putting out a fire or drinking for thirst. Ну, предположим, что вода там пресная, то есть эта вода может быть использована и для того, чтобы утолить жажду, и для того, чтобы полить цветок, и для того, чтобы погасить пожар. Now that means we need to understand three other aspects. Поэтому следует понимать следующие аспекты. That is encoding, storage, retrieval. Кодирование, хранение и получение информации. So encoding is about understanding what we want to put into our long-term memory. Кодирование – это то, каким образом и что мы помещаем в нашу долгосрочную память. If you learn like a parrot, Если вы пытаетесь узнать, изучить что-то, то есть воспринять что-то как попугай, your encoding will not be good. Кодирование будет здесь на низшем уровне. And therefore we will have to help our students to really understand what we are teaching them. Для эффективного кодирования информации необходимо разъяснить студентов, что именно мы им преподаем. If we understand something, then we can store it in the ocean in the long-term memory. Если мы поняли, если студенты поняли то, что им преподносится, то они могут в этом океане знаний, то есть долгосрочной памяти, это удержать. And storage means we are building new parts of our brain. И хранение – это создание новых разделов в нашем мозге. And that takes time. Для этого требуется время. I'm going to discuss this in the next session, but also tomorrow. Я об этом поговорю после обеда, но к этому вернемся и завтра. And we must also teach them but how to retrieve it easily. Мы должны научить студентов легко изымать эту информацию из этого хранилища. And
we must remember, if you throw something in the ocean, it might be lost if you don't mark it very well where to go look for it. Надо понимать, что если вы бросили какой-то предмет в океан, его очень легко потерять. Если там будет какой-то яркий маркер, то вы его легче найдете и выловите. So what needs to happen? Information must become knowledge, must become skills, and must become behavior. Информация должна стать знаниями, превращенными в навыки, которые будут реализоваться в виде вашего поведения или каких-то практик. What I'm going to talk about in this whole process is about three aspects: identity, mastery, and legacy. В этом процессе еще есть три аспекта. Это идентичность, то есть собственная личность, овладение и наследие. All right. Now, just to conclude this part, and then I'm going to talk about the University of South Africa. Для того, чтобы завершить эту часть разговора, я хотел бы немного рассказать вам об Университете Южной Африки. So practically is how to prepare a lesson. You do the following. Для практической подготовки занятия следует делать такие вещи. So you have to decide, how am I going to do this lesson with technology? Во-первых, надо понять, каким образом это занятие будет построено с помощью технических средств. Is it going to be a video cast or a podcast? Будет ли это видео, будет ли это подкаст Or is звуковой, it going to be a presentation? будет ли это презентация. And then when you've decided that, you choose the scope of the lecture. После того, как вы выбрали средства подачи материала, вы должны понять, что это будет лекция. What is very important is that you yourself identify the important key concepts and technical terms. Важно самому четко выстроить систему концепций и технических терминов, которые будут использоваться в данной лекции. Because those are the handles you are going to give the students to make sense of the content. Поскольку эти термины, эти концепции будут рычагами, с помощью которых студенты будут воспринимать всю информацию. You yourself must then formulate sets of questions about the work. Вы должны сами сформулировать наборы вопросов относительно данной работы. So this is for you yourself to decide, what do they have to know after I've taught this lesson. И вы должны примерно себе представить, что у студентов останется в сухом остатке после того, как они прослушали эту лекцию. But then also you must say, you must give these questions in the beginning so that you can help the students to focus. И для того, чтобы студенты сфокусировали свое внимание на самых важных моментах, вам перечень этих вопросов контрольных следует дать студентам в начале лекции, чтобы они знали, на что ориентироваться при восприятии материала. I think this I will rather send to them because it's a lot of reading, but you have to plan your strategies. Здесь, конечно, текста много, но прочитаем. Планировать вашу стратегию необходимо. And then afterwards, you have to say, what are they? You must give them the opportunity to show what they've known after you have taught your lesson. Вы должны дать студентам возможность почувствовать, что они изучили, что они узнали за эту лекцию. And with technology, you can ask them to send something of what they have done. For example, a video where they teach you what you've taught them. Могут быть разные варианты. Один из вариантов – студент может записать видео, в котором он, так сказать, пытается зеркально отобразить вас, то есть преподать вам то, что он узнал от вас.
Now, this will only work when you've got a small number of students. Но это, естественно, только в тех ситуациях может сработать, когда у вас небольшой контингент студентов. When you've got huge numbers, like 20,000 in a course, you will have to use some other aspects of evaluation. Когда у вас 20 тысяч студентов на курсе, конечно же, система оценок будет строиться на других средствах. All right, so I'm going to conclude just with what we do at UNISA. Итак, что мы делаем в нашем университете, который называется УНИСА? In South Africa, we have many face-to-face universities and only one distance education university. В Южной Африке достаточно много университетов традиционных, где преподаватели лицом к лицу работают со студентами. И лишь один вуз дистанционный УНИСА. In the old days, the students were mostly people who were working and studying at the same time. В прошлом большинство студентов были достаточно взрослые люди, которые уже работали и обучались при этом. Это было, что называется, заочное обучение в почти классическом понимании. So currently we have students who are only studying as well. А сейчас у нас многие студенты являются студентами по основному роду своей деятельности. Not all of our students have access to technology. И не у всех из наших студентов есть доступ к техническим средствам. And therefore we still have to send out lectures in print and by mail as well as electronically. Поэтому наряду с использованием электронных средств мы рассылаем тем студентам, у которых этих средств нет, традиционные распечатки. Which is double the work and double the cost. Что, конечно же, и гораздо дороже обходится, и по срокам тоже получается значительно длиннее, чем с помощью электронных средств. We have all the disciplines from law, humanities, science, engineering, everything except medicine. У нас практически полный набор дисциплин от истории и права до инженерных наук, за исключением, естественно, медицины. And the students we have is from pre-graduate courses to PhD level. И у нас размах здесь от начальных ступеней образования, высшего образования до уровня PhD. And then the last thing I want to say is we have international accreditation, so all our degrees are being accepted all over the world. Причем у нас есть международная аккредитация, и поэтому те дипломы, которые мы выдаем, признаются во всем мире.